Приветствую вас на моем канале. Сегодня свяжем такую классную шапочку с красивым отворотом и прекрасным легким узорчиком. Шапочка у нас с помпончиком, но можно и без него. Вязать будем на девочку, объем головы 52 сантиметра. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Я буду вязать из пряжи Alize Superlana Maxi. Нам понадобится один моточек. Здесь на 100 грамм 100 метров. Цвет у меня 505. Резиночку для нашего отворота будем провязывать на спицах номер 5. Обычным способом набираем 48 петель. Количество петель для нашего узора должно быть кратно 4. Набрали 48 петель плюс 1 петлю для замыкания вязания в круг. Соединяем наше вязание, следим за тем, чтобы косичка наборного ряда нигде не перекручивалась, смотрела в центр круга. Снимаем петлю с левой спицы, накидываем на нее петлю с правой спицы, затягиваем и разворачиваем наше вязание. Разворачиваемся мы для того, чтобы отворот наш был с красивым наборным краем, а не с узелочками. Начинаем вязание резинкой 1 на 1. Одна петля изнаночная, одна лицевая. Все петельки в этом ряду провязываем за переднюю стенку. Довязываем ряд до конца. Начало ряда у нас там, где кончик. Можно повесить маркер. Далее продолжаем вязание резиночкой 1 на 1. Одна петля изнаночная, одна лицевая. Изнаночные петли в этом и последующих рядах провязываем за заднюю стенку, лицевые за переднюю. Формируем резиночку 1 на 1 и провяжем таким образом 12 сантиметров. Вот такой у нас будет отворот с красивым краешком. Теперь приступаем к формированию нашего узора. Первый ряд. Провязываем 3 петли лицевыми. Следим за тем, чтобы петельки не скрещивались. Далее вводим спицу между 4 петлей и 5. Вытягиваем петлю и провязываем нашу 4 петлю тоже лицевой. Это наш раппорт. 3 лицевые. Вводим спицу между петельками. Вытягиваем петлю, провязываем следующую петлю лицевой. Так вяжем до конца ряда. 3 лицевые. Вводим спицу между петельками, вытягиваем петлю и провязываем следующую петлю тоже лицевой. Довязываем ряд до конца. У меня остался один раппорт. Провязываю 3 лицевые. Ввожу спицу между петельками, там где маркер уже. Провязываю лицевую. Закончили ряд. Второй ряд узора. Провязываем 2 лицевые. Следующие 2 петельки провязываем вместе лицевой за переднюю стенку. Далее у нас 3 лицевые. И снова 2 петли провязываем вместе одной лицевой за переднюю стенку. Так вяжем до конца ряда. 3 лицевые. 2 петельки провязываем вместе. Снова 3 лицевые. Здесь уже у меня лицевые все за переднюю стеночку. Довязываем ряд до конца. Я довязываю ряд. 2 петельки вместе. 1 лицевая. Маркер. 3-й ряд узора. Провязываем 2 петли лицевыми. Далее вводим спицу между петельками. Вытягиваем петлю, провязываем лицевую. То есть постепенно смещаем наш узор вправо. Далее у нас снова 3 лицевые. Вводим спицу между петлями, вытягиваем петлю и провязываем лицевую. Снова 3 лицевые. Вытягиваем петельку, провязываем лицевую. 3 лицевые. Вытягиваем петлю. Так вяжем до конца ряда. Это 3-й ряд узора. В конце ряда у нас 1 лицевая. Маркер. 4-й ряд. Провязываем 1 лицевую. 2 петельки вместе. Далее 3 лицевых. 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку. Это наш раппорт. 3 лицевых, 3 петли вместе за переднюю стенку.
Такой узорчик у нас уже формируется. Довязываем ряд до конца. 3 лицевые, 2 петельки вместе, 3 лицевые, 2 вместе за переднюю стенку. В конце ряда 2 лицевые, маркер, 5 ряд. Провязываем 1 лицевую, вводим спицу между петлями, вытягиваем петельку, следующую провязываем лицевой. Далее 3 лицевые, снова вводим спицу между петлями, вытягиваем петельку и 1 лицевую. То есть постепенно мы смещаем этот наш раппорт из 3 лицевых вытянутой петли вправо. И у нас уже формируется такой красивый узорчик. В 6 ряду провязываем 2 петельки вместе, лицевой за переднюю стенку, далее 3 лицевые и снова 2 петли вместе за переднюю стенку. Так вяжем до конца ряда. 2 петельки вместе, 3 лицевые. У меня последний раппорт в 6 ряду. 2 петли вместе, 3 лицевые. Маркер, 7 ряд. Вводим спицу между первой и второй петлей, вытягиваем петельку, провязываем лицевую, далее 3 лицевые. Повторяем наш раппорт до конца ряда. Вытягиваем петлю, лицевая, 3 лицевые. Я довязываю ряд, и здесь такой небольшой нюанс. Начало 8 ряда. Мы снимаем последнюю петлю, убираем маркер, возвращаем петельку и провязываем 2 вот эти петли вместе. Возвращаем маркер. Далее вяжем 8 ряд. Провязываем 3 лицевые, 2 петельки вместе за переднюю стенку. Так до конца ряда. 3 лицевые, 2 петельки вместе. И в конце ряда, смотрите, наш последний раппорт. 3 лицевые и петельку, которую мы уже провязали, мы ее просто переснимаем. Далее узор повторяем. С первого ряда на нужную нам высоту шапочки. В первом ряду у нас были 3 лицевые. Вытягиваем петельку, провязываем лицевую. Так формируется наш узор с красивыми косыми. Вывязываем на нужную нам высоту шапочки. Я провяжу 15 сантиметров после резиночки. После того, как провязали нужную нам высоту, начинаем уменьшать петельки. Я провязываю 1 лицевую, затем 2 вместе и 2 вместе по узору. Снова 1 лицевую, 2 вместе за переднюю стенку, 2 вместе по узору. Так вяжем до конца ряда. 2 петельки вместе, 2 вместе по узору. Далее я буду уменьшать петли следующим образом. Провязываю 2 вместе, 1 лицевую, снова 2 вместе, 1 лицевую, 2 вместе за переднюю стенку, 1 лицевую. И так я буду уменьшать петельки до тех пор, пока на спицах не останется 10-12 петель. Вяжем по кругу, по спиральке. Непрерывно делаю убавочки таким образом. У меня на спицах осталось 10 петель. Отрезаю ниточку, вставляю в иголку широким ушком и пропускаю иголочку через наши петли. Затягиваем, уводим ниточку наизнанку, закрепляем и прячем кончик. Прячем кончик наборного ряда. Уводим нить наизнанку и пропускаем сквозь петли вниз и вверх. Расправляем, отрезаем. Наша шапочка готова. Отправляем ее стираться. Затем прикрепим помпончик. Помпон у меня на лентах. Если шапочку надо постирать,
можно будет легко его снять и затем прикрепить обратно. Вот такая красота у нас получается. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.